Самый частый вопрос, который мне задают в интернете, это как приготовить плов в домашних условиях из риса, который можно купить в любом супермаркете. Рис этот называется девзира. Что за слово такое таинственное? Девзира. Дело в том, что сортов риса в мире выращивается бесчисленное количество. Но один из них растет только в Ферганской долине. Вернее, раньше рос. А теперь его начали выращивать в Краснодарском крае, на Кубани. Посмотрите, здесь на каждом зернышке есть специфический рубчик такого темно-бордового цвета. Рисовое зерно изначально было покрыто довольно плотной оболочкой, точно такого цвета, как вот этот вот рубчик. И при обмолоте снимается эта оболочка. И когда она снимается, она превращается в пудру. Отсюда вот этот характерный розоватый цвет риса. Во-первых, замачивать его надо сильно соленой водой, и вода должна иметь температуру примерно 60 градусов. Почему 60 градусов? Да потому что рис – это крахмал. А с крахмалом в присутствии воды при температуре 62-64 градуса происходит определенная реакция. Понимаете, чтобы эта реакция не произошла раньше времени, чтобы она произошла у нас уже здесь, в казане, заливать водой надо 60 градусов. Попробуйте залить холодным, попробуйте залить кипятком. Получится хуже. Я проводил реальные эксперименты, и результаты описал в книге «Плов. Кулинарные исследования». Замачивать рис следует как минимум 30 минут. Ну, хорошо бы замочить его часа полтора-два. Поэтому рис я замочил первым делом. А вот теперь можно начинать готовить плов. Сначала надо нагреть казан. Ну, не казан, кастрюлю, но в любом случае нагреть надо основательно. Это алюминий с каким-то покрытием. И поэтому я сразу наливаю масло, чтобы кастрюля не стояла пустая. Сегодня я взял хлопковое масло. Многие считают, что хлопковое масло – это и есть самое правильное масло для приготовления плова. Но это не так. На самом деле, конечно, уж совсем правильный плов следует готовить на курдючном сале. Да? Но мы сегодня готовим очень по-простому. Примерно так же, как готовят в узбекских семьях. Вы что думаете, в Узбекистане у всех стоят казаны огромные, у всех огонь под казаном горит? Нет, там тоже люди живут в квартирах, и там тоже есть электроплитки. А плов, тем не менее, готовят. И у всех все получается. Вот, например, если нет хлопкового масла, можно ли взять другое? Да, можно. Надо выбирать такое масло, в котором как можно меньше своего собственного запаха. Вот бывает подсолнечное масло первого отжима, да, которое прям пахнет семечками. Нет, оно сюда не подойдет. Или оливковое масло, очень дорогое, первого отжима. Вот салатик полейте, либо просто хлебушком в это масло помакайте и съешьте. Оно полезное. А для приготовления плова необходимо масло может быть попроще, но лишь бы оно не имело никакого собственного запаха. Рисовое масло, кукурузное масло. Мне, например, очень нравится масло из виноградных косточек. Есть еще одно правило. Если вы берете какое-то растительное масло, а не бараний жир, тогда его надо обязательно перекалить. Перекалить буквально до появления сизого дымка. И после этого в таком масле надо обжарить либо небольшую луковицу, либо кусочек лука. Пока обжаривается луковица, поговорим о пропорциях. В этой пачке было 800 грамм риса. И это правильное количество риса для семьи. Когда мы жили в Узбекистане в квартире, у нас был казан примерно такого размера. И мы готовили на газовой плите. И мы всегда брали 5 пиалок риса. И это было как раз 800 грамм риса. Килограмм риса на газовой плите, либо на электроплите приготовить уже проблематично. Посмотрите, вот и казан ведь, либо кастрюлю нужно тоже выбирать особым образом. Не надо брать высокие ведроподобные кастрюли. Лучше взять широкие. Во-первых, дно больше тепла собирает. И во-вторых, тепло быстрее дойдет до верха. Понимаете, чем вот такой высокой кастрюли? Мяса тоже слишком много не надо. Многие считают, что чем больше мяса в плове, тем он вкуснее. Слушайте, если вы так сильно любите мясо, приготовьте что-нибудь другое. Плов – блюдо не про мясо. Плов – блюдо с мясом. Понимаете? 800 грамм мяса – это более чем достаточно. 800 грамм моркови. Вот так они выглядят. 120-150 грамм – это максимум лука. Лука, порезанного полукольцами. Головку чеснока, пару перчиков, ложечка зиры, ну и, конечно, соль. Вот и все, что необходимо для приготовления базового, классического ферганского плова. Некоторые пережаривают луковицу в масле до тех пор, пока она не станет вся черная. Нет,
Вот немного сахара карамелизовалось, масло приобрело вкус, и этого, я считаю, что вполне достаточно. Вот посмотрите, я беру лук, закладываю, и лук буквально моментально начинает жариться. На 90% лук – это вода. И пока эта вода не испарится из лука, масло не нагреется существенно выше 100 градусов. Мясо нужно будет опускать, когда лук и масло будут иметь температуру примерно 130 градусов. Как это можно узнать без термометра? Я вам объясню. Помимо воды в луке содержатся сахара. И вот точно так же, как меняет цвет сахарный сироп, точно так же при тех же самых температурах меняет цвет и лук. Вот когда лук станет золотистый, от золотистого начнет переходить к красному, это будет означать, что температура в казане уже 130 градусов. Многие люди выражают опасения. Они говорят, если мы лук сначала пожарим, а потом туда будем опускать мясо, и не сгорит ли он совсем? Нет, не сгорит. Дело в том, что и мясо, это уже процентов на 80 как минимум, тоже вода. Обратите внимание, что мясо ровно столько, что оно покрывает дно казана, ну вот или кастрюли, ровно в один слой. Вот и хватит, больше не надо. Зато у нас сейчас все кусочки мяса жарятся одновременно. Вот так, вот это вот я считаю нормально прожаренное мясо, подрумяненное. И некоторые люди говорят, у меня плов пригорает там на последнем этапе, как я не убавляю огонь. Ребята, мясные соки пристали к дну казана, либо кастрюли у вас с самого начала. И вот они потом и пригорают. Но с этим есть возможность побороться. Я вам чуть попозже расскажу как. А пока мне некогда. Мне надо морковь закладывать. Вот некоторые говорят, надо брать для узбекского плова только желтую морковь. Нет, не обязательно. Желтая морковь в Узбекистане, по крайней мере раньше, всегда была дешевле, чем красная. Красная считалась чуть лучше, вкуснее. Брали желтую, потому что дешевле. А потом люди привыкли ко вкусу этой желтой моркови. К моркови обязательно надо добавить зиру. Вот именно сочетание зиры и моркови – это есть особый запах узбекского плова. Некоторые говорят, не люблю зиру, она мне весь вкус портит. Попробуйте готовить и без зиры. Мы раньше тоже иногда готовили без зиры, потому что зира всегда была довольно дорогой специей в Узбекистане. Ее собирали в горах. Это сейчас привозят зиру, там, не знаю, с каких-то стран, там, из Египта раньше привозили, из Сирии. В Марокко растет много зиры, в Индии. Она там чуточку не такая, как в Средней Азии. В Средней Азии была дикая зира, и пакетик этой зиры стоил иногда целый рубль. А за рубль можно было купить килограмм риса, да еще буханку хлеба. А за рубль можно было купить целую бутылку хлопкового масла. Поэтому многие готовили и без зиры, а плов получался все равно вкусным. Самое неприятное для неопытных поваров состоит в том, что этот нагар на черном казане не виден. Но если вы пройдете шумовкой по дну, то вот, пожалуйста, вот видно, вот этот нагар. Вот от этого нагара вода, бульон, то, что называется зирвак, становятся красными. От этого нагара и плов становится красным. Красным он не становится от того, что в него морковку добавили. Пора убавлять нагрев. Часто люди спрашивают, сколько минут надо жарить мясо, сколько минут надо жарить морковь. Вот, например, морковь должна стать мягкой. Видите, какая она? Изгибается. Вот сейчас у меня правильно пожаренная морковь. И теперь надо залить водой. Непременно горячей. Лучше кипятком. Если мы сейчас зальем сюда холодную воду, то морковь начнет готовиться как бы с самого начала. И она разварится, и она превратится в кашу. То, что плов кашеподобный, очень часто случается из-за неправильно приготовленной моркови. Нужно уменьшить нагрев до минимума, и пусть зирвак кипит медленно, спокойно, и чем дольше, тем лучше. Минимум это 40 минут. Прошло уже 30 минут. Запах от зирвака стоит на весь дом. И вы посмотрите, какой цвет у этого зирвака. Ведь лучше не придумаешь. Цвет красный, бульон сам по себе прозрачный. Идеальный зирвак. И теперь самое время опустить в зирвак чеснок и перец. Кроме того, надо не забыть посолить. Я думаю, что уйдет примерно столовая ложка соли. На что же рис? Рис замачивался 1,5 часа. Он изрядно увеличился в объеме. Он изменил цвет. И он готов к тому, чтобы с него сейчас смыли крахмал.
Мыть рис надо очень осторожно, желательно под теплой водой, не под холодной водой. Не надо перетирать его в руках, надо сливать эту мутную воду, наливать свежую, поднимать рис несколько раз руками, очень осторожно, сейчас он хрупкий и может поломаться. Из рисовой сечки будет выходить очень много крахмала, и плов получится клейким, липким, невкусным, некрасивым. Поэтому сейчас с рисом надо обращаться как с грудным ребенком. Тепленькой водой, аккуратненько помыть до тех пор, пока с риса не будет стекать абсолютно прозрачная вода. Рис промыт и выглядит как розовый жемчуг, но не любуйтесь этим рисом слишком долго. Нельзя оставлять промытый рис в сухом виде. Надо как можно скорее выкладывать его в казан. Шумовочкой, аккуратно, ровным слоем поверх моркови, чеснока и перца. Разровнять слой риса и посмотреть, достаточно ли воды. Вот у меня сейчас в зирваке достаточно воды, потому что зирвак полностью покрывает рис. Будет необходимо, мы всегда можем долить. А теперь прибавляем нагрев до максимума. Некоторые знатоки говорят, что рис ни в коем случае в плове мешать нельзя. Но посмотрите сейчас нашу кастрюлю. Кипит посередине, а по краям не кипит. Значит, надо взять шумовку, не слушать знатоков и перемешать рис. Только, конечно, очень аккуратно, стараясь не задевать слой моркови и мяса. Посмотрите, я с краев рис отправляю к центру, устраиваю как бы такую горку. А вот теперь просто-напросто придавливаю, и тот рис, который у меня был в середине, теперь оказался по краям. Приготовление риса в плове – это уравнение с двумя неизвестными. Сейчас должно совпасть два события. Когда рис впитает в себя всю влагу, и когда рис при этом окажется полностью готовым. Достигается это либо при помощи опыта, либо при помощи выверенных рецептов. У меня вышла небольшая новая книжечка. Книжка называется «Про казан». Вот так она выглядит сзади, вот так выглядит спереди. Ее особенность в том, что она непромокаемая. Ее можно сейчас в этот казан опустить, достать, протереть, и она будет как новенькая. Все листы ламинированные, то есть напечатано особым образом. Но сюда, в эту книгу, мы включили как новые фотографии, так и новые рецепты, которых просто-напросто не было в моих прежних книгах. И, конечно же, помимо многочисленных хитов узбекской и азербайджанской кухни, здесь есть наш традиционный плов. Ровно тот, который мы сейчас с вами готовим. Из риса девзыры. Я уверен, что эта книжка вам очень понравится, очень пригодится, потому что ее можно взять с собой на дачу. Ее можно повесить, не знаю, где-нибудь на гвоздик возле казана. Когда пришли готовить, у вас шпаргалочка всегда с собой. Ну и кроме того, эта книжка отличный подарок. И еще немного подождем, пока остатки воды не выпарятся. Для того, чтобы ускорить выпаривание, можно взять ложку, не знаю, можно взять какую-то деревянную палочку и проделать вот такие отверстия до самого дна. А теперь хорошо бы сделать вот что. Я плов собираю горкой, для того, чтобы рис не соприкасался с холодными стенками кастрюли. Потому что именно в этом месте он и станет клейким. Если вы готовите в казане на живом огне, и казан у вас установлен правильно, работает правильно, то у него вот эти стенки будут точно такими же горячими, как и дно. Но сейчас это кастрюля, и здесь стенки холодные. Поэтому мы отодвинули плов от стенок, и мы сейчас должны устроить для него некое подобие термоса. Посмотрите, вот я беру тарелку, подходящую по размерам. Я накрываю этой тарелкой плов, и вот сюда, между тарелкой и крышкой, я кладу бумажные салфетки. Вот эти чистые бумажные салфетки будут впитывать всю лишнюю влагу, и она не будет стекать туда вниз. Вот так, в закрытом казане, при самом малом нагреве, плов должен простоять минимум 40 минут. Некоторые говорят, 25-30 минут хватит. Поверьте, 40 минут. Или даже дольше, если можете вытерпеть дольше, то лучше потерпеть подольше. Плов станет только вкуснее, только более рассыпчатым и более ароматным. Готов наш плов, и салат специальный для плова тоже готов. Салат это называют то как. Вот по-таджикски его называют помидор бопиос. Помидор с луком. А на узбекском языке у него есть целых два названия. В Ферганской долине его называют шакароб, что в переводе означает сладкая вода. А в Ташкенте и в других областях называют ачик-чучук. Но вот без него плов не едят. Посмотрим, однако, какой плов у нас сегодня получился. Вот
салфетку, о которой я вам говорил, пришлось менять несколько раз. Несколько раз она намокла, столько еще лишней влаги вышло из риса. Ну а теперь посмотрим, как рис получился. Отлично получился. Просто надо поздравить российских рисоводов, тех, кто выращивает рис, с таким успехом. Настоящий узбекский рис. Этого плова хватит на 5 довольно голодных мужчин. А если вы будете готовить что-то еще, не знаю, ну шашлык, не знаю, там, или шурпу сварить на первое, да, то такого плова хватит на 10. Ну куда еще больше-то? Лучше, когда соскучитесь, приготовить свежий. Тем более, что рис теперь вполне доступен. Приятного аппетита!